Всем привет! Сегодня хочу предложить вам связать оригинальный топ крючком в стиле бохо. Он свободного кроя. У него очень интересная линия низа в форме клина, как спереди, кстати, так и сзади. Сейчас вам покажу. Топ я выполняла из квадратных мотивов. Сам размер мотива в нерастянутом виде, то есть если мы его кладем на стол, примерно 13,5 сантиметров. Мотивы я располагала в форме ромбов, то есть по диагонали. За счет этого я очень легко сформировала V-образный вырез горловины. У меня получился хороший плечевой скос. То есть, девочки, если вы начинающая рукодельница, вязальщица, вам этот топ будет связать очень легко и просто. Мотивы я располагала вот по такой вот схеме. Получился размер топа у меня примерно 42-48. То есть, если вам нужно чуть больше размера, у вас более аппетитные формы, можно выполнить расположение мотивов по такой схеме. Или, допустим, взять пряжу потолще, крючок потолще. И размер будет больше уже. У меня по размеру обхват бедер 92, обхват вот здесь вот плеча примерно 24 сантиметра. То есть, видите, у меня на рукав ушло два мотива, еще имеется свобода облегания. Еще у этого топа присборенные рукавчики, то есть они выглядят в форме вот таких фонариков. Такая сборка выполняется за счет обвязки, то есть на рукавах, вот в этом месте я обвязку выполняла не в каждую петельку, а через 2 петли. И у меня получились очень красивые ровные складочки. Рукавчик хорошо сел. Сами мотивы я сшивала затем при помощи обычных швейных ниток с иголкой. Шов получился прям стык в стык, то есть нет никаких нахлестов. Полотно выглядит ровным, оно летящее, как будто бы цельно кроенное. Швы незаметные. Кстати, по изнанке шов тоже выглядит очень аккуратно. Дальше уже по ходу видео я вам покажу в ближнем ракурсе, как выглядит такой шов. Потом горловину, рукавчики и низ я обвязывала полым шнуром из соединительных столбиков. К этому топу бы не подошли никакие ажурные обвязки, потому что он и так насыщен и по цвету, и по крою. А вот такая обвязочка здесь смотрится очень идеально и красиво. Кстати, когда я выполнила этот топ, примерила его себе, я даже подумала, вот жалко, что у меня нету ниток, потому что это остатки пряжи были взяты. Но я бы добавила еще бы ряд мотивов, у меня бы получилась туника, или вообще я бы даже добавила 2 ряда мотивов, собрала бы все на ремешок, и было бы, мне кажется, очень красивое платье. Девочки, если вы будете вязать платье, то обязательно пишите об этом в комментариях под видео и присылайте мне в соцсети свои готовые работы. Я с удовольствием их опубликую на нашем с вами канале, в сообществе. Кстати, все ссылки на соцсети вы найдете в описании под этим видео. Давайте попробуем связать. Девочки, сейчас вам покажу более ближний ракурс топа. То есть посмотрите вот само полотно, как оно выглядит. Цельное. То есть никаких заломов по линиям швов даже не наблюдается. Сам рукав. Вот они, вот такие оборочки, складочки, очень аккуратные, все одинаковые по изнаночной стороне. Очень красиво смотрятся швы. Вот это лицевая сторона, сейчас вам покажу изнаночную сторону швов. С изнаночной стороны наблюдается небольшой, еле-еле заметный такой рубчик. Все выглядит очень аккуратно. Причем ниткой можно сшивать даже контрастной. Будет незаметно ее. Перед и спинка у нас вяжутся по одной схеме. Для вязания нам понадобится снять 2 мерки. Это обхват бедер и обхват плеча. Посмотрите, обхват бедер я умножала на коэффициент 1,2. Это для свободного облегания. Обхват плеча умножаем на коэффициент 1,1. Также для свободного облегания. То есть затем эти размеры делим пополам. И получаю я, исходя из обхвата бедер, что 55 сантиметров это у меня будет как раз ширина спинки или переда. А исходя из обхвата плеча мы определяем ширину проймы. То есть у меня она получается 13 сантиметров. Сам размер мотива
Сторона у него 13 сантиметров, там, ну, примерно, может, чуть больше, чуть меньше. И диагональ мотива 18 сантиметров. То есть мне подошла вот такая вот раскладка. В ширину у меня 3 мотива. То есть, если у вас размер мотива получился немножко другим, то вы можете поменять раскладку. То есть, смотрите, можете, допустим, увеличить ширину проймы, добавив еще мотив. Вот здесь мотивы отмечены пунктирной линией. Это означает, что мотив как бы свернут пополам. То есть половинка мотива у меня ушла на спинку, а половинка наперед. В моем случае, вот в этой вот раскладке, у меня, видите, сбоку вот этот мотив также. Сейчас я вам покажу, чтобы было более понятно. Вот видите, вот этот вот мотив в боковом шве, он сгибается пополам. То есть одна половинка его идет наперед, а другая на спинку. Вот он рукав, и вот так вот мотив уходит. То есть и здесь мы также, у нас уже будет состоять рукав не из двух мотивов, у меня один мотив спереди, другой сзади, а тут 3 мотива. То есть третий мотив пополам сворачивается, и половинка его напереди, половинка сзади. Также, если у вас узко вот это место на 3 мотива, можете добавить 4 мотива, то есть и выполнить вот по такой схеме. Можете также делать длиннее, чтобы получить тунику или платье, как я уже и говорила. Это схема нашего мотива. Ссылочку на эту схему я оставлю в описании к видео. То есть мы вяжем мотив из пряжи, которую вы выбрали, подобрали соответствующий крючок и в зависимости от размера мотива раскладываем их по нужной схеме. Все мотивы, которые используются в этом топе, они квадратные. Теперь приступим к вязанию самого мотива. Выполняю одну воздушную петельку. Я ее не затягиваю. Набираю еще 4 воздушные петли, уже обычные. И теперь в первую незатянутую петельку будем провязывать 23 столбика с 2 накидами. Я уже выполнила 23 столбика с 2 накидами. Теперь за кончик нити немножко подтягиваем наше колечко и вяжем соединительный столбик, самый первый столбик с 2 накидами, которые мы вязали. Теперь я ввожу крючок в тот же самый столбик и вяжу столбик без накида. В следующую петлю еще один столбик без накида. Затем 5 воздушных. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. В следующую петлю еще один столбик. И третий столбик в следующую петельку без накида. И затем вновь опять выполняем арочку из 5 воздушных. И начинаем повторять узор. То есть сейчас опять вяжем 3 столбика без накида по одному в каждую петлю. И так чередуем до конца ряда. 5 воздушных, 3 столбика без накида. Я уже практически провязала весь ряд до конца. Заканчиваем мы его следующим образом. Сейчас мне нужно будет связать столбик без накида вот здесь, вот где у нас идут воздушные петельки подъема. То есть я ввожу крючок в петлю подъема в верхнюю и провязываю столбик без накида. Затем выполняем соединительный столбик в столбик без накида, который мы вязали в самом начале ряда. Дальше вводим крючок еще раз в этот же столбик. И выполняем столбик без накида. Дальше 8 воздушных петель. И вяжем столбик без накида в средний столбик без накида предыдущего ряда. И таким образом вяжем весь ряд до конца арочками из 8 воздушных петель.
И завершаем ряд мы следующим образом. Мне остался связать последнюю воздушную арочку. Я набираю 4 воздушные петли. И теперь в столбик без накида, который мы вязали в самом начале ряда, я провяжу столбик с 2 накидами. Затем выполняем 3 воздушных. И под эту арку я вяжу 2 столбика с 1 накидом. Затем 3 воздушных. И столбик без накида провязываю вот в это вот промежуток между арками. Три воздушных. И теперь под арку из 8 воздушных петель провяжу 6 столбиков с 1 накидом. Три воздушных. И опять вяжем столбик без накида между арками. И начинаем повторять уже узор. Вновь вяжем 3 воздушных и 6 столбиков с 1 накидом под арку из 8 воздушных петель. Таким образом мы вяжем весь ряд до конца. Я уже практически провязала весь ряд. И заканчиваем ряд мы следующим образом. Я выполняю 3 воздушных и провязываю 3 столбика с 1 накидом под вот эту воздушную арку. И теперь выполняю столбик соединительный, самый первый столбик с 1 накидом. Вот такой цветок получился. И сейчас мы будем вписывать его в квадрат. Вяжем 5 воздушных петель. И теперь в ту же самую петлю, куда мы вязали соединительный столбик, провязываем столбик с 2 накидами. Две воздушных. И вяжем столбик с 2 накидами в следующий лепесток, во второй столбик с 1 накидом. 2 воздушных. И столбик теперь с 3 накидами в следующую петлю. 5 воздушных. Столбик с 3 накидами в следующую петлю. 2 воздушных и столбик с 2 накидами в следующую петлю. Таким образом у нас сформировался угол нашего квадрата. На следующем лепестке будем формировать сторону. Вяжем 2 воздушных, столбик с 2 накидами, в следующий лепесточек, во вторую петельку, 2 воздушных, столбик с 1 накидом в следующую петлю, 2 воздушных, столбик с 1 накидом в следующую петлю, 2 воздушных и столбик с 2 накидами в следующую петлю. Сформировалась сторона нашего квадрата. И таким образом мы выполняем весь ряд до конца, чередуя угол, сторону. То есть сейчас на следующем лепестке опять выполняем угол.
Вот уже что получилось. Наш цветок вписался в квадрат. И завершаем ряд мы следующим образом. Я выполняю 2 воздушные, вяжу столбик с 2 накидами во второй столбик лепестка. Две воздушных, столбик с 1 накидом в следующую петлю. Две воздушных и соединительный столбик в третью петлю подъема. Подхватываю петлю за 2 стенки. Выполняю 3 воздушных. И теперь под мостики из 2 воздушных петель будем подвязывать по 2 столбика с 1 накидом. Под этот мостик я вяжу 2 столбика с 1 накидом. Затем столбик с 1 накидом в столбик предыдущего ряда. Дальше у меня опять идет мостик из 2 воздушных. Я под него подвязываю 2 столбика с 1 накидом. Затем столбик в столбик ряда предыдущего. Опять мостик из 2 воздушных, подвязываю под него 2 столбика с 1 накидом. Столбик в столбик предыдущего ряда. Таким образом мы подошли к углу. Здесь у меня 5 воздушных петель. Я вяжу 3 столбика с 1 накидом под этот мостик. Затем 5 воздушных. И еще 3 столбика с 1 накидом под этот же воздушный мостик. И столбик с 1 накидом в столбик предыдущего ряда. Вот таким образом мы будем обвязывать каждый угол. А по стороне под мостик из 2 воздушных петель мы вяжем 2 столбика с 1 накидом и столбик с 1 накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Таким образом обвязываем весь ряд до конца столбиком с 1 накидом. И заканчиваем мы ряд следующим образом. Вяжем 2 столбика с накидом под воздушный мостик. И соединительный столбик в первый столбик, который мы связали. Затем в ту же самую петельку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Затем 5 воздушных. И столбик без накида вяжу, пропустив 1 петлю во вторую. 5 воздушных. И вяжу столбик без накида, пропустив 2 петельки в третью. Вновь 5 воздушных. И пропустив 2 петельки в третью, вяжу столбик без накида. Таким образом мы будем весь ряд выполнять арками из 5 воздушных петель через 2 петли. 5 воздушных вновь делаем. И столбик без накида, пропустив 2 петельки. Подошли мы к углу. Угол обвязываем следующим образом. 5 воздушных. И столбик без накида под воздушную арку.
5 воздушных, столбик без накида под эту же арку, 5 воздушных и столбик без накида вяжем уже в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда. И дальше сторону опять продолжаем обвязывать арками из 5 воздушных петель, пропустив 2 петли. Выполняем таким образом весь ряд до конца. И заканчиваем мы ряд следующим образом. Выполняем 2 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в столбик без накида, который мы вязали в начале ряда. Затем вводим крючок под образовавшуюся арку и выполняем столбик без накида. Затем 2 воздушные и столбик без накида под следующую арку. 2 воздушные и столбик без накида под следующую арку. Таким образом вяжем до угла. 2 воздушных, столбик без накида под арку. Вот смотрите, я уже вяжу столбик без накида под арку, которая у нас вот здесь вот провязана. И сейчас будем формировать угол. Я выполняю 3 воздушных и столбик без накида под эту же арку. И дальше, как обычно, идем по 2 воздушных делаем. То есть таким образом вяжем весь ряд до конца. 2 воздушных, столбик без накида под арку. А в углу вяжем 3 воздушных и в одну арку должно у нас получиться 2 столбика без накида. И заканчиваем ряд. Выполняем 2 воздушных и соединительный столбик в самый первый столбик без накида. 3 воздушных. И теперь под каждый мостик из 2 воздушных петель будем вязать 2 столбика с одним накидом. И столбик с одним накидом будем вязать в каждый столбик без накида предыдущего ряда. Под 2 воздушных вяжем 2 столбика с одним накидом. И в столбик без накида предыдущего ряда вяжем 1 столбик с накидом. И таким образом вяжем до угла. Я довязала до угла. Вот у меня мостик из 3 воздушных. Я вяжу сначала столбик с одним накидом в столбик без накида. Затем 3 столбика с одним накидом под вот эту арочку из 3 воздушных петель. Три воздушных и еще 3 столбика с одним накидом под эту же арку. И затем столбик с одним накидом вяжем в столбик без накида предыдущего ряда. Таким образом оформляем все углы. Дальше продолжаем вязать ряд до конца. И заканчиваем ряд. Я вяжу 2 столбика с одним накидом под воздушный мостик. Теперь вытягиваю петельку и обрезаю нить. И завершаем вязание мы незаметным способом. Я ввожу крючок в первый столбик с одним накидом. Протаскиваю остаток рабочей нити
Затем ввожу крючок в петлю, откуда идет этот остаток рабочей нити. Также протаскиваю туда ниточку нашу. И все, остаток можно убрать на изнаночную сторону. И уже закрепить. Вот посмотрите, как аккуратно получается соединение ряда. На этом наш мотив готов. Его нужно еще отутюжить, чтобы он лежал более ровно. И таким образом мы вяжем необходимое количество мотивов. Я уже выполнила все мотивы. Всего у меня 36 мотивов. Из них 10 синих, 10 двухцветных и 16 серых. И приступим к сшиванию. А сшиваем, девочки, мы следующим образом. Я выполняла так. Я отдельно составила из мотивов спинку, отдельно перед. То есть сшиваю сначала перед, потом спинку, а затем выполняю боковой и плечевой шов. Так мне показалось это делать удобнее. Спинка и перед у нас выполняются абсолютно одинаково. Только смотрите, небольшое отличие. Вот мотив, который здесь у нас сворачивается пополам, я его оставила на спинке, а спереди остались вот такие вот провалы. Швы я выполняла следующим образом. После того, как я раскладываю мотивы, я выполняю так швы диагонально. Сначала вот эту диагональ из 3 мотивов, затем вот эту диагональ, так, так, и потом на перекрест. То есть выполнять швы вот такими диагоналями очень удобно, чем каждый мотив подшивать друг другу по отдельности. Так и меньше узлов получится при сшивании. То есть выполнили перед и спинку, а затем просто я делаю плечевой и боковой шов. Сейчас я вам покажу, как выполняется шов. Сшивать мотивы будем обычной швейной ниткой. Посмотрите, вот я 2 конца нити вдернула в ушко иголки, и поэтому на конце у меня образовалась вот такая вот петелька из ниток. Она нам будет заменять узелок. Сейчас покажу как. Посмотрите, мы берем наш мотив. Мотивы, кстати, кладем лицевой стороной кверху, то есть шов идет по лицу. Берем угол мотива. Угол у нас состоит из 3 воздушных петелек. Мы вводим иголку во вторую воздушную петлю. И посмотрите, вот у нас между косичками, вот если мы раздвинем маленько косичку, вот здесь есть как бы вот такая вот протяжка. Это часть вот от предыдущей петельки. Посмотрите, вот мы можем потянуть эту протяжку. И вот внутри каждой петельки имеется такая протяжка. Их мы и будем подхватывать. Я ввожу иголку во вторую петельку и подхватываю вот эту протяжку, которая находится в петле. Посмотрите, вот так ввожу иголку, ее вперед, и подхватываю протяжку. И в итоге иголка у меня выходит в следующую петлю. Тяну нашу ниточку и затем подхватываю петельку. И вот таким образом нить прочно закрепляется, и не будет у вас лишних узелков, которые обычно из вязания могут выдергиваться. Посмотрите, теперь берем второй мотив, также угол его, вот эти 3 воздушные петельки. Опять я ввожу иголку во вторую воздушную петлю, подхватываю протяжку, которая находится внутри косички, и иголка выходит у меня в итоге в следующую воздушную петельку. Шовчик не стягиваем. Вот так размещаем наши мотивы. Подхватываем следующую протяжку. На первом мотиве подхватить мы должны все протяжки без пропусков. Посмотрите, видите, здесь вот эта протяжка уже подхвачена, я хватаю следующую. Внутри косичек это находится протяжка. Мы сначала делаем несколько стежков, а затем будем их стягивать. Возвращаемся, подхватываем протяжку внутри косички. По очереди сначала на одном мотиве, затем на втором. Выполнила я несколько стежков. Сейчас потяну вот за эту вот ниточку, за последний стежок,
и стягиваю. Сейчас выполню еще несколько стежков. Не очень хорошо стянула. Затем выполняю еще несколько стежков. Также поочередно подхватываю протяжку сначала на одном мотиве, затем на втором. И точно так же стягиваем шов. Посмотрите, так вот аккуратненько выглядит шовчик. И нить контрастного цвета, она ее незаметна. Таким образом сшиваем мотивчики до конца. Я уже практически закончила сшивать мотивы, осталось мне 2 последних стежка. Последний стежок считается, опять же, вот я ввожу иголку в воздушную петельку и вышла вот как раз во вторую воздушную петлю в нашем углу. И точно так же на втором мотиве. Во вторую воздушную петлю иголка вышла, значит все. Мотивы закончены и сшиты. Стягиваем. Дальше берем следующую пару мотивов и начинаем точно так же пришивать. То есть я беру мотив, уголок, наши 3 воздушные петельки, ввожу иглу во вторую воздушную петлю, подхватываю протяжку и в итоге иголка перемещается в следующую воздушную петельку. Беру второй мотив, точно так же во вторую воздушную петлю ввожу иголку, подхватываю протяжку внутри косички и выхожу в первую воздушную петлю. Мы точно так же выполняем несколько стежков, а затем стягиваем. Подхватывать должны каждую протяжку. Я выполнила несколько стежков и сейчас стяну. Продолжаем сшивать мотивы, как я уже сказала, диагональными линиями, а потом будем сшивать вот эту линию, то есть на пересечении уже пойдем. Посмотрите, как хорошо, красиво выглядит шов, и причем обе стороны шва выглядят аккуратно. Смотрите по изнаночной стороне. Я уже выполнила все швы. Вот так они аккуратно выглядят. Это лицевая сторона. И вот изнаночная. Теперь мы приступим к оформлению горловины. Оформлять ее будем шнуром из соединительных столбиков. Более подробный мастер-класс по такому шнуру у меня уже есть на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь я покажу его более быстро. Посмотрите, начинаем мы обвязку от угла горловины. В углу по вот этим воздушным мостикам из воздушных петель столбики вязать не будем. Начинаем с первого столбика. Я сначала подсоединю рабочую нить. Вязание держим лицевой стороной к себе и ввожу крючок в первый столбик с одним накидом. Подхватываю только за одну стенку петлю и выполняю соединительный столбик. Во вторую петельку ввожу за одну стенку, выполняю соединительный столбик. Таким образом обвязываем горловину до рукавов. Посмотрите, на рукава у меня ушло 2 мотива, то есть один мотив спереди и второй мотив сзади. Поэтому вот на этих вот 2 мотивах, которые у меня на горловине, они отвечают за рукав,
Столбики соединительные будем вязать не в каждую петельку, а пропустив 2 петли. То есть сейчас я от угла вяжу. Мне всего нужно связать один мотив до мотивов рукава. Вяжем в каждую петельку сейчас по одному соединительному столбику. Подхватываем петлю за одну стенку. Я уже провязала соединительные столбики, дошла до рукава, и теперь пропускаем по 2 петельки. В третью вяжем также за одну стеночку соединительный столбик. 2 петли пропускаю, в третью вяжем. 2 пропускаем, в третью вяжем. Итак, мотивы рукавов провязываем. Благодаря тому, что мы пропускаем петельки, у нас рукав присборится. Рукав вот таким образом собирается. Я уже обвязала всю горловину соединительными столбиками. Теперь мы замыкаем вязание в круг. Воздушные петельки я здесь также столбики не вязала, потому что здесь у нас угол горловины. Ввожу крючок в первый соединительный столбик и замыкаю вязание в круг также при помощи соединительного столбика. Затем разворачиваю вязание изнаночной стороной к себе. И теперь мы будем выполнять соединительные столбики по изнаночной стороне. Подхватывать будем оставшиеся полупетельки. Точно так же под полупетельку я ввела крючок и выполняю соединительный столбик. На рукавах будем вязать соединительные столбики, также пропуская 2 полупетельки, как и по лицевой стороне. Я уже довязала до рукава. И сейчас мы здесь будем вязать соединительные петли через 2 петельки. Посмотрите, вот эту петельку, которую нужно подхватывать, ее даже видно. Вот те петельки, которые пропущены, они выглядят такими рыхлыми. А петелька, под которую мы вязали уже соединительный столбик в предыдущем ряду, она более затянутая. Я уже закончила вязание соединительными столбиками по изнаночной стороне. Теперь также мы замыкаем ряд. Я вяжу соединительный столбик в первый столбик ряда и разворачиваю вязание лицевой стороной к себе. И теперь вяжу заключительный ряд из соединительных столбиков. Подхватывать буду верхнюю полупетельку соединительного столбика по лицевой стороне и верхнюю полупетельку соединительного столбика по изнаночной стороне. Протаскиваю туда рабочую нить и вяжу соединительный столбик опять же. Таким образом мы выполняем весь ряд. Здесь уже никакие петельки мы не пропускаем. Выполняем соединительный столбик в каждую петлю. Одновременно под третий ряд соединительных столбиков мы прячем все хвостики рабочих нитей. Я уже выполнила последний соединительный столбик, и теперь мы замыкаем вязание в круг точно так же
как при вязании квадратного мотива. То есть вот у меня последняя петелька, я обрезала уже рабочую нить, выдергиваю ее. И в самый первый соединительный столбик ввожу крючок, подхватывая его за обе стенки. Вытаскиваю рабочую нить под эту петлю. В петельку, откуда идет у меня остаток рабочей нити, опять же ввожу крючок снизу. И остаток рабочей нити я прячу внутрь самого шнура. То есть вот так ввожу крючок в центр так шнура этого. Выдергиваю сюда остаток рабочей нити. И теперь также в центр шнура чуть подальше ввожу крючок. Проталкиваю его до ниточки. Подхватываю и потихоньку подтягиваю внутрь шнура. Одна ниточка осталась, сейчас я ее тоже подтяну. Все, ниточка аккуратно спряталась, этот хвостик я обрежу. Горловина наша готова. Посмотрите, как хорошо, аккуратно она выглядит, вся обвязка. Вот так выглядят складки на рукаве. Вот с изнаночной стороны. Все очень аккуратно и красиво получается. Таким же образом мы обрабатываем край рукавов, только серым цветом. Я уже выполнила обвязочку. И таким же образом мы оформляем и нижний край нашей туники. На этом у меня все. Туника готова. Если вам понравилось, то обязательно не забудьте поставить лайк. Оформляйте подписку на мой канал, если вы все еще не подписаны. Задавайте свои вопросы в комментариях. На этом у меня все. Всем пока-пока.